Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Что нельзя есть утром натощак и перед сном? В данном видео мы приводим список продуктов, употребление которых на пустой желудок с утра или перед сном вредят вашему здоровью. Какие же продукты нельзя есть натощак? Бутерброд с колбасой является одним из худших вариантов, поскольку снабжает организм большим количеством жиров и калорий. В бутерброде нет практически ничего полезного. Если же вы привыкли к бутербродам и не хотите от них отказываться, то нужно сделать бутерброд полезным и питательным, заменив батон на цельнозерновой хлеб, а колбасу на сыр и другие малокалорийные начинки. Мясные изделия: колбасы, сосиски, копчености, бекон, паштет. Всемирная организация здравоохранения сравнила риски для здоровья, возникающие при употреблении переработанного мяса, с опасностью, исходящей от курения сигарет. Эксперты отметили, что переработанное мясо значительно повышает риск заболевания раком кишечника и рекомендовали ограничить употребление подобных продуктов до 50 граммов в сутки. Если вы не хотите заработать псориаз или экзему, то лучше выберите на завтрак что-то более полезное, чем сосиски или колбасу. Апельсины, принимая на голодный желудок, могут спровоцировать аллергию и гастрит. Если вы предпочитаете выпить стакан свежевыжатого апельсинового сока с утра, позавтракайте перед этим овсянкой. Бананы. Употребление бананов натощак увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В бананах содержится много магния, а при приеме на пустой желудок он может нарушить кальциево-магниевый баланс организма. Сырые овощи. Такие овощи, как огурцы, капуста, паприка, могут вызвать раздражение слизистой желудка из-за содержания в них кислот. Также это может привести к язвам и гастритам. Холодные напитки усложняют запуск пищеварения с утра, лучше выпить слегка теплые. Сладости. После пробуждения поджелудочная железа не в состоянии вырабатывать нужное количество инсулина для расщепления сахара. Это провоцирует увеличение сахара в крови, а также сахар является кислотообразующим продуктом, способным нарушить кислотно-щелочной баланс. Кофе. Тем, кто любит выпить с утра чашечку кофе на голодный желудок, стоит задуматься о замене своего утреннего ритуала. Кофе натощак раздражает слизистую оболочку желудка, тем самым способствует выработке излишнего желудочного сока, что приводит к гастриту. Чеснок, консервы и копчености. Еще стоит упомянуть о вреде употребления чеснока на голодный желудок. Он вызывает гастроспазм, а также всевозможные консервы и копчености, которые не стоит вообще употреблять, не только на завтрак. Топ-10 продуктов для завтрака. Вода. За ночь человек с дыханием, потом и походами в туалет теряет до 1 литра воды. Организму обязательно нужно восполнить запасы воды, жизненно необходимой для обмена веществ. Поэтому не начинайте утро без 1-2 стаканов воды. Уже через 15 минут вы почувствуете заряд бодрости и аппетит. Так организм сигнализирует, что он получил, что нужно, и готов к завтраку. Яйца. Источник белка, а также витамина А, железа. Благодаря белку яйца дают чувство сытости и позволяют употреблять меньше калорий в течение дня. В то же время яйца – недорогой продукт, который можно легко приготовить. Каши. Основной источник углеводов. Содержит значительное количество микроэлементов, полезных органических кислот. Каши легко усваиваются, надолго избавляют от голода. Сложные углеводы, содержащиеся в крупах, при раздельном питании дают необходимое количество энергии и при этом совсем не оказывают плохого влияния на фигуру. Даже наоборот. Цельнозерновой хлеб. Ржаной. Ржаной хлеб,
как и крупы, содержит большое количество углеводов. Он также помогает оставаться сытым дольше. В отличие от батона, в ржаном хлебе много витаминов и микроэлементов. Сыр содержит белок и кальций. Хорошо сочетается с кислыми фруктами, помидорами, овощами. Многие блюда для завтрака включают сыр. Йогурт, кефир содержит белок и кальций. Способствует нормализации пищеварения, повышает иммунитет, устойчивость к стрессам. Куриное мясо – источник белка. При этом практически не содержит жиров и углеводов. Употребление вареного куриного мяса сделает завтрак сытным и безопасным для фигуры. Мед. О пользе меда для организма известно, пожалуй, каждому. Мед часто встречается в рецептах завтраков в сочетании с творогом, мюсли, кашами, тостами, блинами. Содержащаяся в меде фруктоза снабжает углеводами, энергией. Антисептики помогают бороться с вирусами и бактериями. Вода на завтрак. Перед завтраком натощак полезно пить чистую воду или травяной чай. Употребление воды до еды должно стать обязательной полезной привычкой. Это касается не только завтрака, но и всех приемов пищи. Дневной прием жидкости начните утром. Выпейте натощак стакан теплой воды. В течение дня старайтесь пить воду через равные промежутки времени. Выпивайте по стакану воды перед приемом пищи. А во время и после еды старайтесь не пить, поскольку это способствует отложению жира. Что нельзя есть на ночь? Для начала пару слов о том, почему не рекомендуется есть на ночь. Ночью, во время сна, процесс пищеварения замедляется, поэтому пища, попавшая в желудок незадолго до сна, остается там почти не переваренная до самого утра. Попросту там гниет. Утром желудок должен все это переварить, но сделать это после пробуждения оказывается для него непросто. В итоге образуются токсины, которые всасываются в кровь. Отсюда возникает вялость, ослабление иммунитета, лишний вес. Какие продукты особенно вредны на ночь? Снеки. Чипсы, попкорн, крекер, хлопья. В них большое содержание химических веществ и высокая калорийность. А как мы уже знаем, большое количество калорий на ночь противопоказано. Мясо, рыба и другая белковая пища. Белковые продукты животного происхождения насыщают очень быстро даже при небольших дозах. Хоть подобная еда на ночь и не отразится на вашем лишнем весе, но будет долго перевариваться. Даже в режиме бодрствования этот процесс занимает около 4 часов. Поэтому, если вы ляжете спать, не успев ее переварить, то она будет лежать мертвым грузом у вас в желудке и разлагаться. Хлебобулочные и мучные изделия. Данные продукты быстро перевариваются и не задерживаются в желудке, но вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина в кровь. А так как в этот момент ваша активность на минимальном уровне, то все съеденные калории отложатся в жир. Шоколад. Поедание шоколада на ночь имеет тот же эффект, что и мучные изделия. Излишки откладываются на ваших проблемных местах. Орехи и сухофрукты. Они, несомненно, очень полезны, но в то же время орехи очень калорийны, а сухофрукты содержат фруктозу, по сути тот же сахар. Сможете ли вы вовремя остановиться, начав их есть? Кофе. Полагаем, многие понимают о недопустимости приема кофе перед сном. Даже небольшое количество кофеина вызывает нарушение сна. Стоит избегать потребления кофе за несколько часов до сна. Алкоголь. Возможно, кому-то он может помочь заснуть. Но вот только качество сна будет низким. Частые пробуждения, головная боль, кошмары. Как быть? Что же теперь делать, спросите вы, если есть нельзя, а очень хочется? Не нужно впадать из крайности в крайность. Ведь длительные паузы голодания дают сигнал организму для отложения запасов. К
тому же, сонно-голодный желудок чреват бессонницей. Вас спасет легкий ужин за 3 часа до сна. Овощные салаты с обезжиренным творогом, стакан молока, кусочек крекера или сыра. Но что делать, если вы хотите что-то съесть незадолго до сна? Выход есть. Выбирайте продукты с отрицательной калорийностью. Яблоки. Содержат волокна, нормализующие работу желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина, способствуют похудению. Но если есть проблемы с желудком, могут вызвать газообразование. Цитрусовые. Рекомендуется не более 1 апельсина, мандарина. Содержат много витамина С и клетчатки, который отвечает за хорошее пищеварение. Также противопоказан при заболеваниях желудка. Сельдерей. Низкокалорийный продукт, содержит много клетчатки. Можно употреблять в виде салата с морковью или как фреш. Но сельдерей противопоказан при беременности, во время кормления грудью, варикозном расширении вен и при болезнях желудка. Камбала. Быстро и легко усваивается за счет содержания белков с хорошо сбалансированным аминокислотным составом. Мало калорий, много витаминов и других полезных элементов. Кефир. Легко усваиваемый продукт благотворно влияет на кишечник. Содержит много кальция. Этот микроэлемент хорошо усваивается в темноте, ночью во время сна. Кефир обладает успокаивающим эффектом. Можно пить в качестве легкой профилактики бессонницы. Не злоупотребляйте при повышенной кислотности желудка. Свекла. Низкокалорийный продукт. Рекомендуется принимать как салат с растительным маслом. Сжигает жир и не позволяет жировой клетке обрастать кровеносными сосудами, а значит, не давать ей жить. Также регулирует моторику кишечника, нормализует кишечную флору, чистит организм от шлаков и токсинов. Противопоказания – заболевания почек, острые воспалительные процессы в желудке. Банан. Можно не более 1 перед сном, поможет уснуть. Благодаря аминокислоте триптофан, содержащейся в бананах, благотворно влияет на нервную систему. Противопоказан при повышенном сахаре в крови. Незрелые бананы вызывают газообразование. Также в небольших количествах можно куриную грудку, хлебцы, овсяную кашу на воде, 1 печеную картофелину, горсть сухофруктов. Теплое молоко с медом подарит вам хороший сон, а чашка зеленого чая с молоком утолит чувство голода. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.